Темнота океана, куда почти не проникает солнечный свет, скрывает обломки самого известного корабля в истории – «Титаника». Команда археологов, спустившаяся сюда на небольшом батискафе, не подозревала, что сегодняшняя экспедиция войдет в историю. В этот раз они подошли к центральной части затонувшего лайнера, где когда-то находилась роскошная кают-компания первого класса. Экипаж робота, оснащенного мощными прожекторами, медленно пробирался между изогнутыми лестницами, фрагментами мебели и проржавевшими дверями. Уровень давления здесь чудовищный. Ни один человек не способен выдержать такие условия без надежной защиты. Каждый дюйм сканировался камерами с максимальным разрешением. Каждое движение археологов выверено до мелочей, ведь каждый сантиметр может скрывать артефакты из далекого прошлого. На экранах операторов появилось нечто странное. За толстым слоем ила и ржавчины на полу одной из комнат белел угловатый предмет, не похожий ни на личные вещи пассажиров, ни на части корабельного оборудования. Металлический ящик с ремешком. Он был плотно закрыт, но на одном его боку отчетливо угадывались очертания круглого объектива. Археологи сразу признали форму. Это была старая фотокамера. Как она могла сохраниться здесь, на глубине более 12 тысяч футов, да еще в таком состоянии? Дайверы осторожно извлекли находку из ила, стараясь не повредить корпус. Камера больше походила на музейный экспонат, чем на вещь, пролежавшую на дне Атлантики более века. Корпус был покрыт слоем тонкой соли, но ремешок чудом не сгнил. В этот момент в батискафе воцарилась зловещая тишина. Даже опытные археологи не могли объяснить, почему камера уцелела там, где другие металлические предметы давно разрушены водой и солью. Операторы сразу же проверили, есть ли внутри пленка. Ловко открыв заднюю крышку при помощи специальных инструментов, они с трудом поверили своим глазам. Пленка казалась невероятно целой, хотя ее внешний слой был слегка размягчен пресловутой морской влажностью. Но изображение должно было давно исчезнуть, если судить по опыту подобных находок. Археологи аккуратно поместили находку в герметичный контейнер с бескислородной средой, чтобы не повредить лишний раз пленочный материал. Главным вопросом, кружащим в головах у всех членов экспедиции, был простой. Кто мог уронить или намеренно оставить здесь эту камеру? На той части лайнера давно не проводили раскопки. Эта зона считалась слишком опасной из-за возможного обрушения потолка и повышенного радиоактивного фона. Мало кто решался исследовать такие места, и, возможно, именно поэтому находка пролежала нетронутой десятки лет с момента крушения. Тем временем на поверхности уже собирали группу специалистов, чтобы детально изучить содержимое. В лаборатории команды уже ждал особый термоконтейнер и целый набор микроскопов, инфракрасных сканеров и даже химических реагентов для восстановления изображения. Среди членов экспедиции находились и те, кто участвовал в предыдущих погружениях к «Титанику», но ни один из них не припоминал ничего похожего на эту находку. Камера выглядела необычно даже для начала 20 века. На корпусе отсутствовала маркировка известного производителя, не было ни инициалов, ни номера рейса, ни адресных этикеток. Это насторожило экспертов еще сильнее. Обычно личные предметы пассажиров имели хоть какой-то опознавательный знак, но здесь полная анонимность. Когда находку подняли на поверхность и передали в лабораторию, вскрытие камеры подтвердило, внутри действительно была пленка, и по предварительным данным она давно не подвергалась воздействию света. Специалисты уже начали подготавливать процесс проявления, заранее готовясь к разочарованию. Вероятность того, что что-то сохранилось на пленке после такого давления, практически равнялась нулю. Однако интрига только нарастала, ведь археологи понимали, если хоть один кадр уцелел, это может перевернуть представление о последних минутах самого известного кораблекрушения 20 века. Но вопросы только множились, ведь теперь нужно было понять, кому могла принадлежать эта загадочная камера и почему никто о ней не сообщал за все прошедшие годы. Пока техника работала на износ, а ученые спасали каждый миллиметр пленки от контакта с воздухом, архивисты начали искать хоть какую-то ниточку, способную связать загадочную находку с реальными людьми. Обыскали все доступные списки пассажиров, перебрали манифесты, частные письма, описи утраченного багажа. В бумагах из Саутона, где в начале 20 века хранились документы по расследованию катастрофы, значилось множество утерянных ценностей. Часы, кольца, драгоценности и фотокамеры разных марок, но ни одной записи не нашлось о необычной модели без маркировки. Эксперты потратили часы, анализируя снимки известного багажа пассажиров первого класса, даже ищущие крупицы на семейных фотографиях. Но ни в одной заметке, ни в одном письме не значился предмет, даже отдаленно похожий на поднятую камеру. Тогда специалисты решили проверить гипотезу тайного провоза вещи. Обратились к отчетам о конфискованном имуществе, надеясь найти упоминание о неучтенной аппаратуре. Среди документов обнаружился рапорт охраны о странном мужчине, который пытался пройти на борт с громоздким предметом, замотанным в брезент и тщательно скрытым под плащом. Фамилия путешественника в архиве не сохранилась. Зашифрована в дневнике старшего помощника капитана, а сам предмет так и не был описан. Были только строки о необычной коробке с ремнем, которую после краткой беседы все же одобрили как ручную кладь.
В дальнейшем следы этого пассажира терялись. В списках эвакуированных и погибших его не оказалось, а номер его каюты не фигурировал в списках заселения. Некоторое время крупные фотоателье Европы и Америки изучали запросы и заказы на изготовление нестандартных камер в начале 20 века, но ни одна мастерская не подтвердила причастности к созданию или ремонту техники, подобной найденной. Тем временем специалисты по рисункам и элементам декора изучили корпус самой камеры. На металлических уголках под микроскопом обнаружили крошечные отметки, напоминающие инициалы, но даже при многократном увеличении буквы читались нечетко. Предположительно, это были символы на одном из скандинавских алфавитов. Ни английский, ни французский, ни даже немецкий не давали схожих вариантов. Археологи обратились к скандинавским реестрам пассажиров, ведь на борту действительно были представители Швеции, Дании и Норвегии. Большинство ехали в Америку в поисках новой жизни или же были трудоустроены в команду судна. Даже среди этих людей не нашлось совпадений по инициалам или описанию камеры. Изучение морских отложений на корпусе устройства дало еще одну странную подсказку. Поверхность покрывала смесь солей и кристаллов, не характерная для тех слоев, где лежали остальные предметы из первого класса. Это означало, что камера могла попасть сюда уже после крушения. Возможно, ее подбросила внутренняя волна или переместили потоки воды за десятилетия после трагедии. Не исключалась и гипотеза, что кто-то из более поздних экспедиций случайно оставил устройство на борту, но опросы всех известных участников последних погружений развеяли сомнения. Такую камеру никто не использовал, и ни одна экспедиция не сообщала о пропаже подобной техники. Попытка идентифицировать пленку по химическому составу только добавила вопросов. Эмульсия оказалась необычной по структуре. Среди компонентов обнаружили редкие соединения серебра и еще пару элементов, которые, по мнению экспертов, не использовались массово в производстве фотопленки начала 20 века. Это еще больше отделяло находку от типичных камер, используемых пассажирами «Титаника». Когда эта информация дошла до архивистов, они начали искать частные заказы на экспериментальные пленки, но ни в одной переписке фабрикантов и поставщиков фототехники не нашлось следа загадочного заказа. Когда ученые столкнулись с тупиком, к расследованию подключили любителей и независимых исследователей, форумы, сообщества коллекционеров ретро-камер, группы охотников за антиквариатом. Никто из энтузиастов, даже самый опытный, не узнал модель. Было похоже, что эту камеру никогда и не существовало в серийном производстве, а каждый ее элемент был изготовлен на заказ. Единственной зацепкой остались инициалы и следы необычных соединений на пленке, но разгадку их происхождения удалось только приблизить. Пока команда билась над загадкой владельца, лаборатория уже почти закончила подготовку к самому важному этапу – проявлению старой пленки, которая, казалось бы, не могла выжить в холодной и соленой воде Атлантики. Оставалось только узнать, что за кадры были запечатлены на пленке и почему эта камера оказалась так надежно спрятана среди останков легендарного лайнера. В то время как сотрудники лаборатории подготавливали оборудование и очищали рабочие поверхности, каждый член команды следил за ходом подготовки с редкой для ученых нервозностью. Все понимали, пленка, пролежавшая на дне Атлантического океана более 110 лет, не должна была вообще сохраниться. Однако тщательный визуальный осмотр через увеличительное стекло и инфракрасную подсветку показывал, структура эмульсии выглядела целой, слои не рассыпались и не слиплись, а края негатива даже сохранили отверстия для перемотки. Под химическим микроскопом выявили тонкую пленку соли, которую аккуратно удалили миниатюрной кисточкой, чтобы не повредить изображение. Для проявления специалисты применяли специальный бескислородный раствор, используемый при реставрации редчайших фотоматериалов с археологических раскопок. Сразу после помещения рулона в раствор началась кропотливая работа. Глубокая тишина в зале лаборатории нарушалась только щелчками секундомера и тихими командами между химиками. Первые подсветки показали, на некоторых участках пленки виднелись темные полосы, возможно, следы от воды. Тем не менее, за основным слоем угадывались четкие контуры человеческих фигур, предметов мебели и оконных рам. По всему залу прокатился сдержанный вздох. Кадры действительно были. Научный руководитель немедленно вызвал фотографа-архивиста с цифровым сканером и установили специальную макролупу с возможностью послойного просмотра негатива. Пока негативы проходили обработку, в лаборатории шла регистрация всех технологических этапов: температура раствора, время экспозиции, влажность воздуха и даже химический состав воды, в которой находилась пленка. Даже малейшая ошибка могла обернуться уничтожением редчайших образцов. Через 37 минут объявили: первая часть пленки успешно проявлена. На ней отчетливо читались очертания нескольких человек, стоящих внутри каюты, а за их спинами угадывался абрис роскошной отделки, характерный для первого класса «Титаника». На одном из кадров открывалась широкая лестница, по которой спускался мужчина в темном пальто, а по обе стороны виднелись женщины в длинных светлых платьях.
Особое волнение вызвали два странных кадра в середине пленки. На одном был запечатлен коридор, освещенный мерцающим светом, но дальше по снимку виднелся силуэт, который никак не вписывался ни в одну известную форму одежды начала 20 века. Его контуры были размыты, как будто фигура двигалась слишком быстро, или же на снимок попали блики от чего-то еще неизвестного. При увеличении упражнения оптических фильтров заметили, у этой фигуры отсутствует тень, и она будто бы парит на несколько дюймов над полом. Археологи и фотографы по очереди рассматривали снимок, пытаясь найти объяснение, но устройство камеры и сама технология съемки не позволяли допустить ошибку экспозиции такого типа. Следующий кадр оказался еще более загадочным. На нем отчетливо читалось лицо молодого мужчины, который, судя по всему, снимал самого себя при помощи зеркала. Однако в отражении виднелся другой мужчина, внешне похожий, но в совершенно иной одежде, более современной, чем мода начала 20 века. Это заметили не только эксперты, но и приглашенные специалисты по истории костюма, которые заявили, такой фасон появился только спустя несколько десятилетий после крушения «Титаника». По всей лаборатории пронесся настоящий шок, хотя ученые старались не делать поспешных выводов. Оставшиеся участки пленки изначально казались поврежденными, но после цифровой коррекции удалось восстановить еще 3 полных кадра. На одном из них темная фигура стояла у иллюминатора, смотревшего в открытый океан, однако окно было не разбито, а за стеклом угадывались очертания не корабельных шлюпок, а некоего странного объекта, форма которого не соответствовала ни одной известной спасательной конструкции тех времен. Последний кадр вызывал у специалистов настоящую головную боль. Среди множества размытых пятен, как будто снятых в панике или при резком движении, посередине угадывался силуэт ребенка, державшего в руках какой-то продолговатый предмет. При анализе фона обнаружили детали, которых не было ни на одной ранее опубликованной фотографии интерьеров «Титаника». Пока кадры подвергались цифровой обработке и эксперты пытались идентифицировать людей на снимках, лаборатория обеспечивала круглосуточную охрану пленки. Все этапы восстановления фиксировались на отдельную камеру, а допуск к рабочим зонам имели только 2 специалиста с опытом работы более 15 лет в сфере реставрации кино и фотоматериалов. Каждый снимок печатался в единственном экземпляре, а цифровая копия сразу архивировалась на независимом хранилище. В течение следующих нескольких дней специалисты по лицевой идентификации проверяли полученные изображения через базы данных, существующие архивы «Титаника», а также современные технологии распознавания лиц. Ни один человек не совпал с известными пассажирами, членами экипажа или спасателями того периода. Более того, в отражениях на стеклах и зеркалах, которые удалось рассмотреть на увеличении, появлялись дополнительные лица, которые не должны были присутствовать в кадре. На каждом снимке их расположение и выражение лица отличалось, будто это разные люди, запечатленные в одном мгновении. С каждым восстановленным кадром загадка пленки росла. Археологи и ученые собирались вечерами в лаборатории, чтобы обсудить последовательность событий, пытаясь выстроить цепочку, которая объяснила бы появление аномальных объектов и людей на снимках. Однако количество совпадений с реальными историческими персонажами оказалось нулевым, а эксперименты по датировке химического состава эмульсии только усугубляли ситуацию. Часть компонентов не использовалась в промышленной фотографии того времени, а некоторые элементы вообще не фиксировались ни в одном из архивов производителей фототехники. В следующие часы эксперты сосредоточили усилия на поиске тайных записей или следов возможной подделки, ведь подобные снимки могли оказаться мистификацией. Но все лабораторные тесты подтверждали подлинность материалов, как самой камеры, так и пленки. Кадры были реальны. Однако загадка только разрасталась и невольно подталкивала исследователей к самому интригующему. Что именно пытался запечатлеть владелец этой камеры и почему эти кадры не должны были сохраниться до наших дней, если верить всем научным законам. Теперь всей команде оставалось только ждать результатов финального анализа изображений, ведь дальше их ждало то, что определит масштабы этой находки не только для истории «Титаника», но и для всего мира. Получив первые отсканированные изображения, эксперты приступили к детальному разбору каждого кадра. В лаборатории стояла наэлектризованная тишина, когда начали разбирать первую четкую фотографию. На ней отчетливо выделялись лица 3 человек. Женщина лет 30 с аккуратно уложенными светлыми волосами, мужчина в парадном костюме и маленькая девочка в платье с кружевным воротничком. Их позы были формальными, как будто снимок делался намеренно, но ни одно из лиц не совпадало с портретами пассажиров первого класса, найденных в базах данных «Титаника». Особенно выделялись необычно светлые глаза женщины, их цвет казался почти серебристым на черно-белой пленке. Специалисты по одежде подтвердили, что фасон платья и костюма почти совпадал с модой начала 20 века, но присутствовала странная деталь – крупная брошь в форме часового механизма на воротнике платья, аналогов которой не нашли ни в одном музейном архиве. Следующий кадр был снят в коридоре. Двери и лампы полностью совпадали с планом жилых помещений «Титаника», но в самом центре прохода стоял человек в длинном плаще.
Его лицо оказалось повернуто в сторону камеры, но черты искажены, будто изображение размылось во время экспонирования. За фигурой угадывался силуэт еще одного человека, почти полностью скрытого в тени. Когда изображение усилили цифровыми фильтрами, выяснилось, что этот второй силуэт не отбрасывает тени на пол и, кажется, просто растворяется по краям. Такого с фотопленками того времени ранее не происходило. Одежда мужчины не соответствовала ни одной из известных форм униформы или гражданских костюмов 20 века, а его ботинки напоминали современные модели, появившиеся в продаже только спустя много десятилетий после трагедии. Третий фрагмент пленки вызвал бурное обсуждение среди экспертов по свету и оптике. На фотографии была запечатлена каюта с открытым иллюминатором, за которым отчетливо виднелся не только океан, но и яркое, почти круглое пятно. Источник света, явно не похожий на солнце или лунное отражение. Снимок сделали с низкой точки, поэтому вдали можно было различить абрис плавучего объекта, напоминающего современный катер. Но по техническим чертежам на «Титанике» таких шлюпок не было. Еще одна деталь вызвала вопросы. На столе у окна стояла небольшая коробка с выгравированной на боку непонятной символикой, которую никто из приглашенных историков не смог опознать. На четвертом проявленном снимке изображен мужчина у массивного дверного проема, который, согласно планам, вел в бальный зал первого класса. Его тело размыто. При увеличении на его груди проступают очертания эмблемы, напоминающие современные логотипы, но не существовавшие в тот период. За мужчиной в глубине коридора виднелась детская фигура, одетая не по времени, спортивная куртка и штаны с лампасами были модными только во второй половине 20 века. В левом верхнем углу снимка отображалось лицо, едва уловимое на общем фоне. Его черты не совпадали ни с одним описанием пассажиров или членов экипажа. На одном из финальных кадров отрицания не осталось ни у кого. Группа из 4 человек стояла тесно у двери службы доставки еды. Их лица были наполовину закрыты полотенцами, а на полу валялись странные предметы, похожие на современные фонарики. Один из мужчин в руках держал предмет, напоминающий тонкий плоский планшет, хотя никому из ученых не удалось пояснить, что это было. Пол и стены вокруг группы покрыты царапинами и надписями, часть которых была нанесена латинским алфавитом, но встречались символы, похожие на кириллицу и даже древнегреческие буквы. Иногда на снимке появлялись размытые световые пятна округлой формы, которые никак не могли возникнуть на фотопленке из-за простого отражения. Эксперты сосредоточились на анализе аномальных предметов. Особенно интересной оказалась детская игрушка на одном из кадров. Машинка с дизайном, который был запатентован только через 60 лет после гибели «Титаника». Археологи провели сравнительный анализ с десятками подобных моделей, включая редкие выпуски первых заводов, но ничего похожего не нашли в архивах. Уровень детализации снимка позволил рассмотреть даже фирменные знаки, которых еще не существовало в начале прошлого века. В лаборатории быстро распространилось известие о еще одной странности. На 2 кадрах в отражениях стекол и зеркал появлялись дополнительные лица, которые менялись в зависимости от угла обзора. При сравнении этих отражений с составом пассажиров и даже с фотографиями поздних экспедиций не выявили совпадений. Наоборот, некоторые черты больше походили на современных людей, чем на типажи эпохи Эдварда VII. После цифровой очистки одного из поврежденных фрагментов на фоне кают-компании появилось некое размазанное облако, внутри которого угадывались человеческие формы. Края облака были освещены необычным светом, никак не связанным с корабельной электрикой или солнечными лучами из-за глубинного времени суток. Научный сотрудник применил инфракрасный анализ и выявил невидимые глазу символы, нанесенные на стену за фигурой. Часть этих знаков совпадала с инициаторами, обнаруженными на корпусе самой камеры. Их происхождение осталось неясным даже после обращения к лингвистам и экспертам по древним алфавитам. В то время как специалисты пытались зафиксировать все аномалии на снимках и сопоставить их с реальными событиями, пленка проходила дополнительное ультрафиолетовое исследование. На просвеченных участках проявились едва заметные силуэты, которые не были видимы при обычном увеличении. Эти тени двигались на последовательности кадров, оставляя ощущение, будто кто-то или что-то перемещалось по палубам в момент фотографирования. Когда эксперты окончательно удостоверились в подлинности пленки, они подготовили набор реплик для дальнейших исследований, а оригинал поместили в сейф с контролируемой температурой. Все дальнейшие действия фиксировались видеокамерами, чтобы ни одна деталь не была утеряна. Пока лаборатория анализировала результаты, у археологов начинали появляться вопросы, которые раньше они даже не ставили. Как именно были сделаны эти снимки, если часть объектов на кадрах физически не могла существовать в то время? Впереди предстояли часы расшифровки скрытых деталей, ведь оставшиеся секунды записи обещали ответить на вопросы, которые история «Титаника» не знала прежде. Когда лаборатория закончила цифровую обработку всех снимков, наступил этап кропотливого изучения и расшифровки каждого изображенного объекта и детали.
Команда специалистов по оптике, реставрации и истории техники разбилась на группы. Одни фокусировались на лицах людей, другие сравнивали предметы интерьера и одежду, третьи изучали загадочные артефакты в руках и странные световые эффекты. Процедура была четко регламентирована. Каждый снимок увеличивался до максимального разрешения на экранах с высоким динамическим диапазоном, а затем анализировался послойно при помощи инфракрасных и ультрафиолетовых фильтров. Работа началась с самых аномальных кадров. На стол в лаборатории легла фотография, где мужчина в зеркале смотрел на кого-то похожего, но в современной одежде. На отдельном мониторе специалисты вывели увеличенное изображение рукавов, пуговиц, даже узора на манжетах. Костюм в отражении оказался выполнен из синтетической ткани, которая не существовала в начале 20 века. Специалисты текстильной экспертизы подтвердили, подобный материал появился в Северной Америке только спустя почти 30 лет после крушения лайнера. Имя запечатленного юноши установить не удалось. Программа распознавания лиц, сравнив базу тысяч исторических портретов, не выявила даже далеких совпадений ни по основному лицу, ни по отражению. Другая группа сконцентрировалась на анализе детской игрушки, автомобильчик с плавными закругленными краями и знаком на капоте. Провели экспертизу по патентным альбомам и музейным каталогам, сопоставили с серийными моделями ведущих мировых брендов. Выяснилось, именно такой дизайн был зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки только в конце 60-х годов 20 века, причем фирменный знак производителя появился еще позднее, в 80-х годах. Следы краски и лака под микроскопом совпали с промышленными образцами второй половины века. Вопрос, каким образом такой предмет оказался на пленке, если катастрофа произошла на 60 лет раньше? Эксперты по свету и фотографии обратились к снимку с ярким круглым пятном за иллюминатором. Они построили трехмерную модель каюты на основании чертежей «Титаника» и рассчитали, как должен был падать свет при разных вариантах освещения и времени суток. Никакое известное явление не могло дать такой эффект на фотопленке того времени. Исследование спектра показало наличие в освещении длин волн, соответствующих современным светодиодным лампам, что категорически исключалось в начале 20 века. При этом на фоне за стеклом различался силуэт плавающего объекта, который по форме и пропорциям напоминал современные спасательные катамараны. Тем временем архивисты из команды проверили каждую видимую на пленке надпись, символ и отметку. С помощью цифровых фильтров и ручной ретуши удалось восстановить часть загадочных знаков на коробке на одном из столов. Форма символов напоминала неофициальные знаки, использовавшиеся европейскими ремесленниками в конце XIX века для обозначения экспериментальных изделий. Часть надписей на стенах в нескольких каютах оказались смесью латинских и кириллических букв, а расшифровка с привлечением лингвистов выявила ряды случайных наборов, не составляющих ни одного известного слова. Только несколько знаков совпадали с инициаторами, обнаруженными ранее на корпусе самой камеры. Одновременно специалисты по лицевой идентификации продолжили сканировать выражения лиц и особенности черепа персонажей на снимках, чтобы попытаться сопоставить их с потомками пассажиров или хотя бы с описаниями из архивов. Проведены 38 сравнительных анализов, результат – полное отсутствие совпадений. Даже физиогномические детали, такие как разрез глаз, форма подбородка или структура прически, нигде не встречались среди доступных исторических снимков. Однако на двух разных фотографиях появлялась одна и та же женщина с серебристыми глазами, но с разными укладками и нарядами, что заставило экспертов внимание уделить непостоянству внешности персонажей в разных кадрах. Следующей задачей стало исследование странных световых пятен и размытых фигур. Команда задействовала спектрометры и ультрафиолетовые камеры, чтобы выяснить природу этих аномалий. На некоторых снимках пятна меняли форму при изменении угла просмотра монитора, что невозможно для пленки 20 века. Спектральный анализ показал наличие люминофорных компонентов, аналогов которым не существовало на момент строительства или эксплуатации «Титаника». Помимо этого, цифровая сегментация позволила выделить в размытых облаках очертания рук и лиц, которые не попадали в общую композицию снимка и, вероятно, появлялись на пленке из-за эффектов, ранее не фиксировавшихся в аналоговой фотографии. Когда анализ коснулся необычных предметов в руках персонажей, эксперты изучили так называемый планшет и фонарики. Определили, по размерам, форме и конструкции эти объекты могли быть созданы только во второй половине 20 века или даже в начале 21-го. При микроскопии одного кадра с планшетом удалось разглядеть намек на экран с едва заметной сеткой, которую современные инженеры сравнили со структурами жидкокристаллических дисплеев. Подобная технология массово появилась только через 90 лет после катастрофы. Параллельно химики продолжили анализировать состав фотопленки. Во всех образцах эмульсии подтвердилось присутствие редких соединений серебра, не применявшихся даже в экспериментах начала 20 века.
Два элемента вообще не удалось идентифицировать, они не присутствовали ни в одной базе данных по фотоматериалам прошлого века. Химическая лаборатория подтвердила, физически создать такую пленку в 1912 году было невозможно. Каждый час приносил новые детали. Лаборатория фиксировала появление дополнительных силуэтов на обработанных снимках, которые смещались с кадра на кадр, будто существовали вне видимой реальности. Участники экспедиции и приглашенные эксперты из разных стран собирались у мониторов до глубокой ночи, перечитывали отчеты, сравнивали изображения с результатами независимых исследований. Но с каждым новым анализом таинственность только возрастала. Ни одно из событий или объектов, зафиксированных на пленке, не могло возникнуть естественным образом в начале 20 века на борту «Титаника». Тем временем хранилище пленки было переведено на круглосуточное наблюдение, а доступ к оригиналам снимков максимально ограничен. Уровень интереса к аномальным объектам вырос настолько, что даже государственные службы подключили своих технических консультантов. Пока в лаборатории пытались разложить по полочкам каждую деталь, за закрытыми дверями шло обсуждение самого необычного вопроса. Что могло быть на последних, пока еще не расшифрованных секундах записи, и почему команда держит эти кадры в строжайшем секрете, не допуская утечек ни в один исследовательский журнал или СМИ. Пока коллектив лаборатории разбивал на группы каждый кадр и фиксировал мельчайшие детали снимков, к изучению подошли заключительные секунды пленки. На этих последних участках изображение становилось насыщеннее, а динамика кадров указывала, что съемку вели в спешке. В начале серии специалистам удалось восстановить полуразмытое лицо подростка, который стоял у входа в техническое помещение. Его взгляд был направлен прямо в объектив, губы приоткрыты, как будто он собирался произнести что-то важное. На заднем плане через стеклянную панель просматривался силуэт еще одного человека. Движения его рук казались размытыми от резкого перемещения, но эксперты по оптике смогли зафиксировать характерные вспышки света, напоминающие работу энергосберегающих ламп, впервые выпущенных лишь в последние десятилетия 20 века. Следующие фрагменты пленки показали, что в помещении выключился основной свет, и по потолку заскользили линии освещения, напоминающие современные аварийные панели. В этот момент на одной из стен отчетливо проявился знак, идентифицированный как одна из букв древнескандинавского алфавита. Лингвисты подтвердили, что схожие символы ранее встречались только среди рунических надписей в Северной Европе, но не имели никакого отношения к интерьеру лайнера. Световой луч скользнул по полу, задевая отполированные металлические детали, а по краю кадра проскользнула тень человека, в руках которого был отчетливо виден цилиндрический предмет с застежкой. Эксперты позднее сопоставили его с современными ручками для цифрового оборудования. В кульминационной части последних кадров фиксировалась паника среди людей. Две женщины и ребенок стремительно двигались по наклонному полу, а в левом углу кадра мелькнуло изображение экрана с полупрозрачными иконками. Специалисты по цифровым технологиям установили, что это похоже на интерфейс мобильного устройства, создавшегося только много лет спустя после событий «Титаника». Команда инженеров-историков подтвердила, дизайн устройств на снимке совпадает с серийными моделями последних прошлых десятилетий. На пленке зафиксирована техника, которая существовать в 1912 году не могла. Когда дошли до финальных секунд, стало понятно, почему археологи приняли решение засекретить основную часть материала. На одном из последних снимков резкая вспышка засветила весь кадр белым светом, скрыв детали помещения. Лишь при цифровом анализе экспертам удалось восстановить на фоне очертания еще одного странного объекта. Он напоминал угловатый контейнер с сенсорным экраном и яркой полосой подсветки вдоль корпуса. Технологи, работавшие со снимками, связали его с компьютерами промышленного назначения, применяемыми уже в наше время на исследовательских судах. Буквально в следующем фрагменте изображение дергается, тени пересекают кадр, и за мгновение до полной засветки на пленке проступает изображение неизвестного мужчины. Его черты лица никак не совпадают ни с кем из пассажиров или экипажа, а сама фигура одета в современный водонепроницаемый костюм. В тот же момент по верхней кромке пленки прокатился блик, который при инфракрасном просмотре превратился в цепочку знаков, схожих с серийным номером электронных устройств. Вся эта последовательность символов была добавлена явно после экспонирования пленки, что невозможно для фотоматериалов того времени, ни одна исследовательская группа мира ранее не сталкивалась с подобным эффектом. Специалисты по реставрации зафиксировали аномалию сразу на нескольких участках эмульсии. Слой реагировал на ультрафиолет иначе, чем на протяжении всей остальной пленки. В итоге появление на последней части пленки лиц, предметов и символов, не имеющих никакого отношения к эпохе «Титаника», подтвердили все лабораторные тесты. Независимые консультанты, приглашенные для экспертизы, выступили только с предварительными выводами, которые не разрешили публиковать ни в одном научном журнале без дальнейшей верификации. Кадры, на которых фиксировались современные или даже неизвестные технологии, мгновенно попали под категорию «строгой секретности».
Хранение данных ограничили до минимума, а работу с оригиналом разрешили лишь 2 специалистам под круглосуточным наблюдением. Лаборатория полностью прекратила публикацию любых подробностей по заключительным секундах пленки, а официальный представитель экспедиции объяснил это требованиями международной безопасности и необходимостью верификации аномалий в присутствии экспертов из нескольких стран. На данный момент остаются только зафиксированные факты. Финальные секунды записи содержат образы и технологии, невозможные для времени катастрофы «Титаника», а количество аномалий нарастает с каждым новым анализом. Археологи и ученые продолжают сбор и сравнение данных, не афишируя результаты, ведь сама суть находки обещает не только переписать детали трагедии начала 20 века, но и заставить пересмотреть подход к анализу подобных аномалий в будущем.